Всем привет! Поддержите канал подпиской и лайком, у нас самые честные новости. Начинаем наш выпуск о событиях в Украине и мире, в частности поговорим о перевороте в Китае и новой войне на Ближнем Востоке. В Бродах Львовской области отменили занятия в школах из-за дыма и неприятного запаха после атаки русских военных преступников на объект инфраструктуры. 3 человека погибло и 35 получило ранения после массированной атаки российских БПЛА на Одессу. В результате обстрела были повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. 2 человека, супружеская пара, погибли после российской атаки управляемыми авиабомбами по частному сектору в Славянске. Их сына удалось извлечь из-под завалов, он жив. Повреждены не менее 5 домов, 2 из них полностью уничтожены, сообщили местные власти. Прилет 3 БПЛА по пассажирскому поезду в Харьковской области. В результате атаки загорелись вагон и электровоз. В нем находилось 291 пассажир. На данный момент известно о 2 раненых. В результате российского удара по Херсону погибла женщина. Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Спасатели продолжают разбирать завалы поврежденного частного жилого дома. А вот уникальные кадры, как впервые в истории 3 российских военных сдались в плен украинскому наземному роботизированному комплексу, короче говоря, современному терминатору. Нужно масштабировать таких роботов, и думаю, с новым министром обороны это получится. Точечные удары по элите Ирана. Вашингтон готовится к прямым действиям. США рассматривают возможность точечных ударов по иранским чиновникам и военным, причастным к подавлению протестов и убийствам демонстрантов. Удары могут нанести уже в ближайшее время. В администрации Трампа по-прежнему не исключают сценарий смены власти в Иране. США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке, перебросили авианосную группу, системы ПВО, а также нарастили поставки ракет-перехватчиков. Американская разведка доложила Трампу, что Иран находится в состоянии близком к критическому. Будем следить за событиями на Ближнем Востоке и быстро информировать вас. А ЕС и Индия тем временем договорились о свободной торговле. Стороны согласовали отмену или резкое снижение пошлин почти на 97% европейского экспорта. Работа над этим договором шла почти 20 лет. Параллельно ЕС и Индия подписывают отдельный пакт о безопасности и обороне в Нью-Дели. Похоже, Европа наконец-то начинает вести собственную глобальную игру, не оглядываясь на США. А в Китае, похоже, прямо сейчас происходит военный переворот. По всему Пекину фиксирует большое количество военной техники и вооруженных людей, взяли под контроль исторический запретный город. Вот что известно на данный момент. В Китае пошла жесткая чистка в армии. Минобороны заявила о расследовании против соратника и друга детства Си Цзиньпина, генерала Чжан Юся. Генерал мог сливать Западу секретные материалы ядерной программы Китая. По данным тайваньских источников, готовился госпереворот против Си Цзиньпина. Это самая громкая зачистка на вершине военного руководства за долгое время и прямое продолжение антикоррупционной кампании Си. Пишут, что по всему Пекину фиксируют большое количество военной техники, вооруженные люди взяли под контроль исторический запретный город. Запретный город – крупнейший дворцовый комплекс в мире, расположенный в центре Пекина. И в конце немного юмора от российских клоунов в погонах. На восточном берегу реки Оскол воинские части 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника. Освобожден Купенск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе, заявил начальник генштаба Герасимов, он же Муму. На самом же деле это чистая ложь. До населенного пункта еще очень далеко этой недоармии. А вот реакция Z-каналов на слова Герасима. Чтобы не обидеть чувств каких-нибудь глубоко уважаемых генералов, очень аккуратно объясню по Купенск-Узловому. Красным обведен Купенск-Узловой, синим подчеркнуты населенные пункты, которые, мягко говоря, не совсем под нашим контролем. Жирная, черная, не красная линия – это граница, до которой есть визуальное подтверждение контроля ВСУ. Вот еще один комментарий. Что, Купенск-Узловой освобожден? Ну, я даже не знаю. Пишите уж Киев освобожден, чё уж там. Там бои в застройке даже и близко не начинались. Похоже, у кого-то там календарь на 22 год сбился. На этом сегодня все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.